Сегодня у нас речь пойдет о пинцировке вот таких вот подушковидных сосен. Сорта могут быть какие угодно, это не имеет значения, а как правило это сосны горные. Они растут такой подушечкой, полусферой. Когда вы их покупаете, это маленький такой плюшевый шарик, очень красивый, и сажают их, как правило, в разных совершенно местах, в том числе и на маленьких клумбах. Но этот шарик имеет свойство расти, хоть он растет и медленно, один прирост в год дает, но со временем он разрастается и занимает какую-то площадь. Такие сосны могут дорастать до 4-5 метров в диаметре, то есть они могут быть совсем огромными. И поэтому этот ролик подойдет именно тем людям, у которых есть такие сосны, и они хотят, чтобы они выглядели красиво, ровненько и не разрастались слишком быстро. Первое, для чего это нужно, это ограничение роста сосны. Если вы не хотите, чтобы у вас она очень быстро разрасталась, вы ее ограничиваете. Второе, для чего это нужно, не все подушковидные сосны растут вот таким шариком красивым. У некоторых есть провалы. Пойдемте посмотрим на еще одну сосну. И можно видеть, что она растет не совсем ровно. И для того, чтобы выровнять ее шариком, если вам нужен, конечно, шарик, либо подушка, вот, пинцировка тоже используется. На вот таких соснах для выравнивания, именно для того, чтобы придать им форму подушки, тоже применяется пинцировка. На больших частях, которые у нас выступают, мы оставляем совсем чуть-чуть, вот, выщипываем сильно. А на вот таких частях, которые у нас впадины, для того, чтобы их вывести наружу, мы вообще не трогаем свечки. То есть здесь подщипываем все, а здесь не трогаем. Таким образом у нас здесь быстрее растет, здесь медленнее. Также нужна пинцировка для того, чтобы на будущее форма сохранялась. То есть, когда вы попинцируете несколько лет подряд, форма у вас будет выдерживаться одинаковая у растения, потому что растение привыкнет, у него все иголочки, все побеги будут на определенном ровном расстоянии от центра куста. Они будут тянуть сок и энергию для роста, собственно, одинаковой. Соответственно, она уже не будет так выдаваться и терять форму. Если у вас, например, сосна с маленького возраста начинает расти криво, вы ее попинцировали год, два, три и потом отпустили, и она уже будет держать форму. И в то же время, если у вас садик маленький, то вам не нужна 3-5 метровая вот такая сосна. То есть, когда вы покупаете ее, она маленькая, красивенькая, такая плюшевая. Все думают, что это сосны карликовые. На самом деле это ошибка. Вот, сосна эта далеко не карликовая. Я видел за свою практику вот такие шарики диаметром до 5 метров. Поэтому, когда вы сажаете ее на маленькую клумбу возле дома, вы даже не представляете, что это может быть огромным растением. Еще один очень важный момент. Где какую длину свечей оставлять? Вот смотрите, вот здесь у нас свеча, можно посмотреть, где-то приблизительно 25 сантиметров. А с боков свечки у нас гораздо меньше, то есть 15 сантиметров, вот 13 сантиметров, 10 сантиметров. То есть чем ниже получается, тем свечки короче. Чем выше, тем свечки длиннее. Соответственно, для того, чтобы придать равномерный рост на нижней части нашего карикоми, это называется в Японии карикоми, на нижней части мы оставляем свечки чуть-чуть длиннее, для того, чтобы у нас наш карикоми выдавался со временем, а наверху, наоборот, сильнее укорачиваем, то есть оставляем совсем немножко. То есть здесь я оставляю примерно 3 сантиметра свечи, вот, а здесь уже 5. Видите? И таким образом я регулирую как бы рост. То есть вверх я чуть-чуть придерживаю, а низу даю выйти. Потому что низ у нас меньше освещается, поэтому здесь солнышко меньше, питательных веществ меньше. Делаем пинцировку вот таким интересным инструментом. Это ножницы для стрижки бонсаев. Но если у вас таковых не имеется, это еще не значит, что нельзя стричь. То есть стричь тоже можно обычным секатором. Просто им не так удобно, как ножницами. Ножницами, видите, я достаю. Вы скажете, вот это вот клацать тут ножницами очень долго. Можно ли сделать это, например, ножницами для стрижки кустов вот такими? Да, действительно можно, это гораздо легче, то есть очень просто. Но что вы получите по результату? Во-первых, у вас будут загущены очень сильно, то есть вот представьте, я для примера срежу здесь, вот я срезал, и у вас здесь очень много веточек осталось. Вот так. Очень много веточек. Если вы не будете удалять их,
то у вас будут очень загущенные лапы. И вам надо будет отдельно проходиться обязательно вот ножницами, либо секатором. Вот здесь вот, видите, когда я срезал ножницами, вот, я срезал все хвоинки. Естественно, они здесь повреждены. И так как хвоя у нас образуется только один раз в году, то эти поврежденные хвоинки будут сопровождать этот карикоми, сосну горную вашу, до следующего сезона. И, соответственно, каждый кончик этот будет рыжий. Естественно, вид у сосны будет не очень хороший. Делать это ножницами гораздо удобнее. И плюс я, видите, режу под углом. То есть и не повреждаю хвоинки. Видите, хвоинки целые. То есть там, где я обрезаю ножницами, я обрезаю именно клац. Вот, и хвоинки практически все у меня получаются целые. Вот. Ножницами очень удобно залазить внутрь, вырезать целиком ненужные нам свечи. Вот. И, соответственно, очень легко прореживать нашу лапу. Вот. И не особо целиться. То есть, видите, без проблем все срезается, все обрезается. Очень удобно. Если у вас таких подушечек около 100 штук на участке, а может быть 50-20, то, естественно, играться ножницами, как я, будет очень неудобно. Поэтому можно это вполне не обязательно делать ножницами, а делать можно кусторезом. Как можете видеть, я здесь удалил даже вот такой прошлогодний побег, потому что он у меня сильно выдавался, а мне нужна форма подушки, вот, красивая. Этот побег я удалил. Вот, на верху шарика побеги я укорачиваю сильнее, чем в нижней части. Почему? Потому что наверху, видите, верхушечный рост, то есть свечки растут гораздо сильнее, потому что сюда больше тянется влаги, больше питательных веществ, здесь больше солнышка, и, соответственно, побеги гораздо сильнее. Некоторые свечки я удаляю, то есть оставляю вот по 2, по 3 на побеге. Вот здесь вот, например, можно видеть, вот здесь у нас 2 побега, вот один полностью удаляю, и у меня остается 1, 2, 3, ну 4 пускай даже будет. Вот, можно вот так удалить. Пинцировку нужно делать, ребятки, в тот момент, когда на свече не раздаются вот так иголочки. То есть мы делаем ее уже поздно. Здесь у меня иголочки уже начали расходиться. И это, в принципе, поздновато для пинцировки. Но еще можно. Еще пару недель где-то можно будет. Видите, иголки короткие у нас. То есть еще они не сильно отросли. У нас где-то они должны быть по 5-6 сантиметров. Вот как здесь старые. Срок почему такой ранний? То есть почему это делать только весной? Нельзя, например, сделать в августе. Потому что у нас, когда мы обрезаем, вот здесь вот, посмотрите, есть почечка, видите? Вот, уже образована. А когда мы срезаем нашу свечку, почки у нас нет. И для того, чтобы она успела образоваться, ей нужно порядка 2-2,5 месяцев. Вот, поэтому мы делаем это весной, именно в момент, когда у нас раскрываются, на свечке начинают раскрываться иголки. Это самый важный показатель, когда нужно делать пинцировку. Насколько сильно ее укорачивать. Ребята, это на усмотрение каждого. Обязательно нужно оставлять хотя бы минимум 6 пар иголок. Это минимум. Вот. Но тут у каждого это индивидуально. Почему? Потому что, например, если вы только посадили сосну и вы хотите просто изменить форму, вот, вы оставляете как можно длиннее. То есть вы можете пинцировать вот таким образом. Вот, срезая всего лишь там 10-20%. А для чего? Для того, чтобы сосна успевала у вас, ну, набрала нужный размер. Вот. А если вам нужно удержать, то вы как бы срезаете чуть-чуть побольше. Для того, чтобы сосна не обгоняла и не закрывала на клумбе другие растения, если они такие у вас имеются. Мне задавали такой вопрос: если я срежу старую ветку, образуются ли на ней почки? Ребятки, спящих почек у сосны нет. К сожалению, нет. То есть,
Если вы срежете ветку, на которой растет хвоя, вот как здесь, например, видите, здесь есть хвоя, то здесь почки образуются на следующий год. Если же вы срежете вот тут внизу, где уже хвои нет, вот, ну то есть там, где веток нет, это касается всех сосен, то она просто-напросто отсохнет. Вот, поэтому старайтесь как бы обрезать так, чтобы веточки были зеленые. Это касается и больших сосен, и подушковидных вот таких горных сосен. То есть не имеет значения. Вот, кстати, ребята, вот эту сосну стригли в прошлом году ножницами. То есть садовники стригли ножницами, и поэтому у них очень сильно загущенные получаются свечи. То есть по многу прям свечей. На каждой веточке по 5, 6, а то 7 и 8 даже вот свечек. Поэтому иногда я беру и вырезаю полностью, прям целиком всю мутовку. Вот как здесь, например, смотрите. Я не знаю, здесь штук 15 даже, я даже считать не буду. Просто беру внутри, сразу целиком вырезаю. Вот. И вот так по периметру убираю немножко мутовки. Здесь вот цельную можно середину вырезать и по краям оставить. То есть, ну, как правило, где-то от 2, 3, максимум до 5 вот, стараюсь оставлять для того, чтобы сосна не теряла именно в густоте. Вот таким образом. Видите, здесь у нас провал. Я свечки чуть-чуть оставил чуть-чуть длиннее. Вот, совсем краюшки поподрезал. А вот здесь вот, например, очень хорошо видно, у нас здесь сильно выходит на поверхность. То есть, видите, вот здесь у нас вот так идет, здесь сильно выходит на поверхность. И я просто возьму вот здесь и повырезаю некоторые целиком, так как я вижу, у нас внизу есть из чего формировать. То есть у нас есть именно подгон с нижних побегов. Вот здесь то же самое. Вырезаем и укорачиваем. Что будет, если не делать пинцировку? С сосной будет все в порядке, сразу скажу. Она будет достаточно быстро расти. Вот, хоть это не очень быстро растущая. Но вот представьте, например, свечки у нас тут 25 сантиметров. Она еще удлинится. Вот когда одревеснеет, будет вот такая. И то есть с каждым разом ваша сосна будет все шире, шире, шире и шире. И в результате образуется красивое растение, вот огромный шар, который может быть как шаром, может быть и с оголенным низом. То есть это может быть зонт из сосны, похожий чем-то на пинию, потому что если развернуть внутри, у нас здесь хвои практически нет. Видите? Вот, то есть хвоя вся выпадет, и со временем это превратится в такой здоровенный зонт, потому что у нас верхние почки у нас больше растут, они будут накрывать низ, и, соответственно, нижние ветки будут со временем выпадать. Вот, и получится такое красивое растение в виде зонта, хвойная, вечно зеленая. Но у кого участки маленькие, и нет места для такой большой красивой сосны, то лучше, конечно, пинцировочку делать. Таким образом вы намного замедлите рост сосны. Вот, практически видите, я некоторые, получается, свечки обрезаю практически на 90%, ребятки. Вот. И получается так, что мы, в принципе, такой пинцировочкой очень сильно ограничиваем рост сосны. Получается до 90%. Ну, скажем так, это может быть я загнул 90%, но хотя бы процентов на 50. Это вот железобетонно. Уменьшается прирост сосны. Если работаете с сосной, обязательно одевайте перчатки, иначе будете полностью в смоле. Вот смотрите, опять мне надо подровнять. Вот эту часть у меня сильно выдается. И я беру, перевожу на нижние мутовки. Вот здесь можно посмотреть. Вот я обрезал, у меня еще несколько нижних есть. Видите? Вот, то есть отрезал достаточно крупную ветку и все равно оставил. Вот опять же вырезаем и укорачиваем. Вот здесь следующее. Вырезаем, укорачиваем.
Таким образом мы как бы снижаем вот эту часть. Вот здесь то же самое делаю. Оп. Вот эту часть снижаем и выравниваем наш карикоми. Благодаря стрижке он выровняется, приобретет правильную подушковидную форму. Я подстриг наш карикоми, можете видеть результат. Вот, еще надо здесь прибраться. Вот, ну, в принципе, уже суть понятна. То есть я подровнял, как вы могли видеть, он не очень был у нас ровный, не очень такой подушковидной формы. Вот я его подровнял. И примерно где-то через месяц иголочки вот здесь все раздадутся. Вот, все эти срезы закроются. И все будет красиво очень. И не будет сильно разрастаться. Желаю всем успешной стрижки. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Ставьте лайки. Всем до новых встреч.